Рема мирно жил со своими слизняками в лесу. А потом Рема обнаружил в лесу группу мужчин, с которыми был раненый друг. Рема захотел им помочь. Рыцари настороженно относились к Реме первому, поэтому Рема попытался сказать им, что у него есть лекарство. Рема уже давно не разговаривал с людьми и не знал, как правильно произносить предложение. Затем он показал рыцарям свое лекарство, и один из рыцарей проверил его действие. Затем один из мужчин поблагодарил его, и Рема пригласил всю группу к себе домой. После этого Рема повел их к себе домой, и рыцари были удивлены тем, что в детстве Рема жил один в лесу. Внезапно у Ремы появились липкие слизняки, и рыцари хотели напасть на них, но Рема разрешил это недоразумение. Группа извинилась, и один из мужчин сказал ему, что он тоже укротитель монстров, и его первый монстр тоже был слизняком. После этого, когда они добрались до утеса, Рема показал им свою скрытую квартиру за заклинанием, и они были удивлены домом Ремы. Затем один из мужчин заметил, что у Ремы есть мебель только для одного человека, и когда Рема дал им целебное зелье, они были удивлены тем, что он сделал их сам. Затем Рема представился, и он узнал, что перед ним сидит Рейнхард Джамиль, глава благородной семьи. Он поблагодарил Рему за его помощь. Затем представились и другие мужчины. Это были рыцари Джамиля. Однако Рема узнал, что в лесу на них напали бандиты, и их друг Хьюз был ранен. После этого Рейнхард захотел узнать, где он научился магии. Рема сказал им, что научился этому у своих бабушки и дедушки. Он сказал им, что они скончались 3 года назад, и в результате он живет один. Рейнхарду история Ремы показалась печальной, и он не хотел, чтобы ребенок жил один в таком опасном лесу. Рема сказал, что в этом нет большой проблемы, поэтому волшебница Камила показала Реме волшебный предмет, чтобы проанализировать его способности. Причина была в том, что они хотели убедиться, что Рема сможет самостоятельно справиться с лесом. Они заметили, что Рема обладает очень сильной психической устойчивостью, и это их беспокоило. Вслед за Рейнхардом я хотел придумать план, как он может позаботиться о Реме. Поэтому Рейнхард решил вернуться к себе домой и посоветоваться со своей семьей о ситуации, в которой оказался Рема. Когда Хьюз пришел в себя, они попрощались с Ремой и поблагодарили его за оказанную огромную помощь. После этого Рема почувствовал себя виноватым из-за того, что не смог сказать им правду о том, что его бабушка и дедушка не умерли. По правде говоря, Рема жил в Японии и был перегруженным работой офисным работником. Ему каждый день приходилось работать сверхурочно, и он умер от переутомления. А потом боги сообщили ему об этом, и они были удивлены, что Рема был так спокоен, узнав, что он мертв. Рема сказал, что его смерть не стала для него неожиданностью, потому что он работал в компании, которая эксплуатировала его. А затем представился сам бог-творец Гейн. Они были богами из другого мира и сказали ему, что он умер жалкой смертью от чихания ночью. Рема не мог поверить, что его смерть была такой жалкой, и ему было стыдно. Когда он пришел в себя, Реме было позволено получить реинкарнацию. Боги сказали ему, что он получит новое тело и возродится 8-летним мальчиком. Он будет отправлен в другой мир, и у него сохранятся все его воспоминания. Перед тем, как Рема был отправлен в другой мир, боги помогли ему придумать историю о своем прошлом и дали ему советы и знания для его новой жизни. Реме также не разрешили никому рассказывать о своей реинкарнации, и он был отправлен в другой мир. Таким образом, Рема возродился в мире падения печати. Прибыв в другой мир, боги оставили Реме книгу знаний об этом мире и кое-какое оборудование. Затем Рема испытывает свои способности на прочность. Он также открыл для себя слизняков и воспользовался своей книгой инструкций. Однако Рема научился укрощать монстров с помощью магии. Именно по этой причине Рема жил один в лесу. Через несколько дней к нам заявились отец и жена Рейнхарда. Рема также познакомился со своей дочерью Элиарией, и он был счастлив познакомиться со всеми ними. А потом семья Джамиля заметила, что у Ремы много слизняков, и они задались вопросом, поместятся ли все эти слизняки в его квартире. После этого Рема приказал своим слизнякам слиться воедино. Тогда Элиза была поражена Ремой, так как она никогда не видела, чтобы у кого-то была такая большая слизь. После этого они сказали, что в их семье есть укротители монстров, и Элиария захотела приручить своего первого слизняка. К сожалению, в лесу они так ничего и не нашли, поэтому попросили Рему показать им это. Рема показал им на карте, где появляются слизняки. А еще Элиария хотела посоветоваться с Ремой по поводу слизняков, так как она не так уж много знает о слизняках. Причина была в том, что у Ремы были неизвестные слизняки, которых никогда раньше не существовало. Поэтому Рема представил двух своих недавно созданных слизняков, а именно слизь мусорщика и слизь очистителя. Все были удивлены более чистой слизью, так как ее слизь могла мгновенно удалять очень стойкие загрязнения. Кроме того, Рема показал семье Джамиля, что слизняки безвредны и питаются только грязью. Следуя за Элиарией, захотел поймать слизь, которая эволюционирует в более чистую слизь. Она спросила его об условиях развития такой слизи, но Реме было неудобно, и он рассказал мужчинам об условиях первого уровня. Когда Хьюз объяснила женщинам, что она должна кормить слизь их грязной водой из ванны, все женщины покраснели. Так что все отвесили Хьюзу пощечину
трещину, и в следующий раз он научился быть более чувствительным. Элиарии было неудобно привлекать слизняков своим потом в воде, но она была полна решимости поймать одного из них самостоятельно. Рема по своей прошлой жизни знал, что делать все в одиночку очень трудно, и она пожелала Элиарии удачи в ловле слизи. Затем она отправилась в путь с ведром, полным грязной воды, и к вечеру ей удалось укротить свою первую слизь. Вечером Рему спросили, не хотел бы он попутешествовать с семьей Джамиль, поэтому Элиария убедила Рему отправиться в путешествие вместе со своей семьей. Когда Рейнхард предложил Реме хранить его багаж в ящике для вещей своего слуги Сёбаса, семья Джамиль узнала, что у Ремы есть собственный ящик для вещей. Они были удивлены тем, что Рема может использовать продвинутую магию, и Элиза прониклась к Реме симпатией. Рема был доволен своим решением и начал собирать всю свою мебель и накопившиеся вещи. После этого он попрощался со статуями богов, которые создавал. На следующий день Рема был готов отправиться в путь, и семья Джамиля забрала Рему на руки. Затем Сабус применил заклинание измерения, и из его портала появились две повозки с лошадьми. По дороге в соседний город Гимул, семья Джамиль узнала, что Рема овладел всеми элементами магии. Кроме того, Рема сказал, что он все еще может пользоваться алхимией. Семья Джамиля была впечатлена тем, что Рема обладает таким количеством редких талантов. Когда наступила ночь, карета внезапно остановилась, и Элиария упала в объятия Ремы. Они оба покраснели. Семья Джамиля узнала, что у них возникли проблемы из-за землетрясения. Рема предложил им свою помощь и вытащил плащ, который он шил из своих липких шламов. Затем Рема рассмотрел проблему и создал барьер, который защищает их от промокания под дождем. После этого Рема применил заклинание земли и превратил землю в кирпичи. Рема использовал свои слизняки и смог решить эту проблему. Рема произвел на всех большое впечатление, и они поблагодарили их, потому что были действительно счастливы, что Рема сопровождал их в этом путешествии. Утром Рема прибыл в город Гимель и посетил новый город в первый раз с тех пор, как он возродился в мире Сефал. Затем Рема отправился в церковь вместе с семьей Джамиль. Они хотели узнать статистику Ремы и сделать ему удостоверение личности. После этого Рему отвели в комнату, где он создал свое удостоверение личности с помощью хрустального камня. Рема был призван к богам, и они были счастливы снова поговорить с Ремой. Рема думал, что он снова умер, но боги объяснили ему, что к ним было призвано только его сознание, а его тело не пострадало. Рема узнал, что он всегда может поговорить с богами в церкви. А затем боги вознесли хвалу Реме, так как им показалось удивительным, что он приручил всех новых слизняков и смог создать неизвестных слизняков, таких как чистильщики и мусорщики. Кроме того, Рема узнал, что один из предков семьи Джамиль тоже прибыл с земли. В то время это была совсем юная девочка. Она тоже была послана богами в Синфол, который изобрел укрощение чудовищ. Они вступили в брак с семьей Джамиль, и поэтому тоже находятся под покровительством богов, как и Рема. Кроме того, Рема узнала, что Элиария обладает способностями, подобными способностям ее земных предков. Рема был рад за свою подругу, что она наделена большим талантом. После этого боги сказали, что на земле появилось несколько народов. Однажды они послали в этот мир Атаку, который пожелал обладать сильной магией. Он был чрезвычайно силен, но так и не смог преодолеть свои страхи, связанные с прошлой жизнью Атаку, и прожил скучную жизнь. Боги были счастливы, что Рема стал другим и пробует много нового. Рему похвалили, и они поблагодарили его за то, что он так много развлекал их. Еще до того, как Рему отправили обратно, он узнал, что другие боги тоже проявляют к нему интерес. Когда сознание Ремы вернулось в его собственное тело, была передана передача его статуса, и он узнал все значения своего статуса. Позже в поместье Джамиля Реме было рекомендовано вступить в гильдию. Кроме того, Элиза сказала, чтобы он заботился о себе, чтобы другие не воспользовались им в своих интересах. Причина была в том, что Рема обладал слишком особыми способностями, необычными для его возраста. Однако Элиария захотела узнать побольше о магических способностях Ремы. Элиария восхищалась Ремой за то, что он так хорошо владел магией. К сожалению, Элиария не была настолько искусна в этом, и Рема предложил им вместе практиковаться в магии в свободное время. Элиария была очень рада предложению Ремы практиковаться вместе. На следующий день Рема направлялся в гильдию Темер с семьей Джамиль, поэтому Элиария записалась в качестве укротитель чудовищ. Но у Ремы возникла проблема, потому что ранг определяется силой монстра. Рема – укротитель слизи, и он не смог попасть в гильдию из-за слабых слизняков. Так вот Рейнбаху пришла в голову идея, чтобы Рема вступил в гильдию авантюристов, потому что это больше подходит Реме. Однако Реме пришлось продемонстрировать свои боевые навыки, чтобы быть принятым в гильдию авантюристов. Во время своего первого испытания Реме пришлось поражать различные мишени из лука и стрел. У Ремы не было никаких проблем с тренировкой, и он с легкостью поражал все мишени. Мастер гильдии и семья Джамиля были впечатлены высоким уровнем мастерства Ремы. После этого Рема должен был поражать движущиеся мишени из своего лука. Рема поразил все мишени и смог пройти вторые испытания. После того, как он поразил все мишени, на него напал мастер гильдии. Реме удалось отбить эту атаку,
и он смог пройти все испытания. После этого Рема был зарегистрирован как авантюрист, и он сразу же получил свое удостоверение авантюриста ранга G. Затем Реме объяснили, что он должен выполнять задания, чтобы повысить свой ранг. После этого Рема оглядел гильдию и решил выбрать задание на уборку в качестве первого заказа. На следующий день он познакомился с Мией. Она была вне себя от радости, увидев, что Рема готов помочь ей решить ее проблему с мусором. Рема узнала, что мусорная свалка рядом с ее домом больше никем не расчищается, а также что мусор попал в дом Мии через сломанную стену. Рема вызвал своего уборщика и слизняков-мусорщиков и приказал своим слизнякам-мусорщикам съесть весь мусор. После того, как мусор был убран, Рема использовал своих слизняков-чистильщиков для уборки свалки. Он также починил стену мусорной свалки и дом Мии своими липкими слизняками. Рема смог быстро выполнить свое первое задание, и Мия была чрезвычайно довольна помощью Ремы. Она заплакала от радости и поблагодарила его. После этого Рема попрощался и отправился в гильдию за своей наградой. Рема получил огромную награду в гильдии, и он узнал, что Мия увеличила вознаграждение за его хорошую работу. А потом ему позвонил мастер гильдии Уорган. Он похвалил Рему за то, что до сих пор никому не удавалось навести порядок на свалке. После этого Реме было дано специальное задание, так как Варган спросил, может ли Рема почистить ямы общественных туалетов. Рема узнал, что никто не принимает участие в этом задании, потому что эта работа исходит от городского правительства. Они очень скупы, и обитатели трущоб, которые обычно отвечают за эту работу, отказываются от нее. Причиной тому были плохие условия труда. Услышав о плохих условиях труда, Реме пришлось вспомнить о своей прежней работе. Рема согласился на это задание и хотел помочь Уоргану разобраться с этой проблемой. Кроме того, Реме пришлось рассказать о плохих условиях жизни в присутствии семьи Джамиль. Вечером Рема сообщил о своей работе семье Джамиль. У Рёйнхарта возникло подозрение, что один из членов городского правительства растрачивает деньги, и он поручил своему чиновнику расследовать это дело. Семья Джамиль немедленно согласилась помочь обитателям трущоб и подготовила контрмеры. На следующий день Рема стоял перед общественными туалетами и был потрясен неприятным запахом, исходившим из них. После этого Рема собрался с силами и призвал своих слизняков. Затем он надел защитную одежду от зловония и начал спускаться в первую яму. Оттуда исходило отвратительное зловоние, и Рема немедленно приказал своим слизнякам-падальщикам съесть грязь. Затем Рема воспользовался своим умением мыть посуду и продезинфицировал помещение. Реме быстро удалось очистить первую яму, и его слизняки и падальщики размножились от множества питательных веществ, которые они съели. После этого он просмотрел их статистику по своим слизнякам и заметил, что в ямах содержатся токсичные вещества. Рема сообщил о ядовитых миазмах в яме мастеру гильдии и семье Джамиля. И Лиза и Илиария были обеспокоены тем, что Рема вдохнул какое-то ядовитое вещество. Рема был рад их заботе и заверил их, что он здоров. Затем Уорган и семья Джамиля захотели, чтобы Рема прервал миссию из-за опасных веществ, содержащихся в ямах. Рема хотел продолжить работу, потому что туалеты представляют опасность для жителей города. Семья Джамиля пыталась отговорить Рему от опасной работы, так что Рема продемонстрировал свою высокую устойчивость к ядам, которой он обладал. В результате семья Джамиля приняла его решение продолжить выполнение этого задания. На следующее утро гильдмастер Варген отправил еще несколько искателей приключений на помощь Реме. Так что Рема позаботился об очистке ям, в то время как искатели приключений охраняли входы в ямы, чтобы никто не заболел от ядовитых веществ. Рема становился все быстрее и быстрее в очистке ям, потому что слизняки размножались, и, владея одним из них, слизняками-падальщиками, они могли сливаться вместе, образуя королевская слизь. Пока Рема занимался уборкой, и Лиза и Илиария каждый день приносили Реме зелье и обед. Рема усердно трудился, и другие искатели приключений были поражены тем, насколько трудолюбив Рема. Через 3 дня Рема закончил расчистку ям и сумел удалить все ядовитые вещества. После этого Мия очень гордилась Ремой за то, что ему удалось все вычистить. После этого Рема сразу же отправился доложить мастеру гильдии Варгену о своем выполненном задании. Рема вернулся совершенно измученный в особняк семьи Джамиль. По дороге домой он вспомнил, как его мать ждала его каждое утро. Когда она умерла, Реме было грустно, потому что рядом не было никого, кто тепло приветствовал бы его, когда он возвращался домой. А потом он открыл дверь. Илиария и остальные ждали возвращения Ремы с его тяжелой работы. Рема был доволен своей жизнью в новом мире, потому что нашел любящую семью, и он начал плакать. Рема поблагодарил их за то, что они познакомились с милой семьей Джамиля, поэтому и Лиза, и Илиария обняли его. В этот момент он вспомнил то теплое чувство в своем сердце, которое он всегда испытывал благодаря своей матери. А затем Рема отправился спать и, наконец, смог отдохнуть и восстановить свои силы. На следующий день Илиария приготовила завтрак,
Она хотела сделать Рему счастливым. Ее мать и слуги помогли Элиарии сделать ему сюрприз. А затем Рема поблагодарил за вкусный завтрак. Рема попробовал приготовленную Элиарией еду, и Хьюз по неосторожности отпустил глупое замечание и тут же пожалел о том, что сказал что-то. После завтрака Рему и семью Джамиль видели на горе за пределами Гимеля. Так вот, Рема захотел научить Элиарию пользоваться магией. После этого Рема объединил два разных заклинания и применил магию огня, которая красиво заискрилась. Элиария была впечатлена. Затем Рема также показал возможные заклинания с использованием магии воды. Так вот, Рема создал пузыри, которые летали вокруг них, и Элиария захотела выучить его заклинание. Вслед за ним Элиарии тоже удалось создать мыльные пузыри. К сожалению, они тут же лопнули. Так что Рема дал ей совет, и она попыталась воплотить его в жизнь. Элиария снова попробовала это заклинание и теперь тоже могла пускать мыльные пузыри. После этого Рема показал еще одно заклинание, и он создал большой мыльный пузырь, который не лопнул. Все были поражены этим пузырем, и им доставляло удовольствие играть с ним. А затем Рема захотел показать Элиарии больше способов применения магии. Затем Рема наполнил пузырь водой и смог придать форму тела своего пузыря различным животным, так что он сформировал рыбу, которая плавала в небе. Элиария поблагодарила Рему за его замечательные идеи. Затем Элиария попрактиковалась в использовании только что выученных заклинаний. После этого мы видим Рему, он также выучил новые заклинания у волшебницы Камилы. Он создавал огненные стрелы с помощью своей магии, и Рема с легкостью смог выучить заклинание «Огненная стрела». Затем он выучил и другие сильные заклинания, так что ему удалось выучить все заклинания всего за один день, и ему было очень весело учиться всему. Рема выучил много заклинаний, и Камила была поражена тем, что Рема смог выучить все заклинания за такое короткое время. А потом появился Сабас. Он хотел научить Рему космической магии. Сабас узнал, что Рема может использовать магию телепортации. В результате Сабас увидел в Реме большой потенциал и захотел научить его первому варп-заклинанию. Затем Рема выучил еще несколько заклинаний от Сабаса. Однако Сабас смог научить его множеству полезных заклинаний, таких как измерение дома или ящик с предметами. Вслед за Ремой он практиковался до самого вечера, и ему удалось овладеть всеми заклинаниями, показанными Сабасом. Вечером Себас гордился Ремой и поздравил его. После этого Рема и Себа воспользовались варпом и вернулись к остальным. На следующий день Рема и семья Джамиля отправились на заброшенную шахту в Северном Гимеле. Причина была в том, что Элиарии следовало набраться боевого опыта, потому что, будучи дворянкой, в будущем ей, возможно, придется сражаться с монстрами или бандитами. Кроме того, Рема узнал, что Элиарии придется посещать школу после их путешествия. После того, как они прибыли на шахту, Рема вызвал всех своих слизняков из своего дома в измерении, и они отправились сражаться с монстрами в шахте. Рыцари семьи Джамиль сказали Реме и Элиарии, что в шахтах есть ловушки, поэтому они всегда должны ходить за ними. А затем они обнаружили первого монстра. Это был гигантский богомол. Хьюз пожелал Элиарии удачи в ее борьбе, и Элиария попыталась победить монстра ледяными стрелами. Все очень беспокоились за нее, но Элиарии удалось победить своего первого монстра. Пока они шли дальше, появились еще 4 монстра, и Реме тоже разрешили сразиться. Он воспользовался 2 короткими мечами и атаковал монстров. Рема продемонстрировал свои навыки, и ему с легкостью удалось победить сразу 4 монстров. Элиария была впечатлена, а остальные уже догадались, что Рема также силен в ближнем бою. Когда они уже собирались возвращаться, Элиария заметила металлическую слизь. Элиария хотела поймать эту слизь, и она использовала магию льда, чтобы остановить убегающую слизь. А потом Элиария взяла металлическую слизь в свои руки и захотела подарить ее Реме. Рема был счастлив и поблагодарил Элиарию за новую слизь. После этого он посмотрел на своих слизняков и захотел покормить их металлической слизью. Так что Рема применил свои навыки алхимии и превратил ржавчину на земле в высококачественный металл. Все были поражены алхимическими способностями Ремы и не могли поверить, что Рема может создать высококачественный металл с помощью красного песка. Вечером Рейнбах познакомил Рему с торговцем Сержем Морганом. Вслед за ним Рема показал ему свой высококачественный металл. Продукция Ремы произвела на Сержа сильное впечатление, и он захотел помочь Реме продать свой товар. Тогда Рема спросил, не может ли Серж сохранить свою личность в секрете. Семья Джамиля объяснила Сержу сложившиеся обстоятельства так, что это могло бы вызвать много проблем, если бы кто-то узнал, что высококачественные товары были созданы маленьким мальчиком. После этого Рейнхард сказал, что вся прибыль должна достаться Реме. Рема был удивлен, и вся семья Джамиля согласилась с решением отдать Реме всю прибыль. Так что Рема был счастлив и с нетерпением ждал дальнейшего сотрудничества с Сержем. В последующие дни все искатели приключений были вызваны в гильдию, и мастер гильдии сообщил им, что в шахтах были обнаружены сильные монстры. Мастер гильдии хотел, чтобы все помогали им охотиться на монстров. После этого они приготовились уничтожить монстров в шахтах. На следующий день Рема изучил способности своего слизняка, и Элиария задалась вопросом, что же Рема делает. Рема захотел посмотреть, что же не нравится его металлической слизи, и он обнаружил, что его металлическая слизь боится кислоты. А потом его слизь превратилась в шарик,
и во время игры другие искатели приключений захотели его поднять. Так что Рема немедленно отправил своих слизняков обратно в свое измерение домой. Элиария велела ему позаботиться о себе во время выполнения задания. После этого Рема и другие искатели приключений отправились на рудник Гимуль. Тогда они увидели два разных пути, поэтому разделились на две группы, чтобы уничтожить всех монстров в шахтах. Когда они углубились в шахту, Мия захотела узнать, скольких слизняков приручил Рема. Он ответил, что уже приручил более 4 слизняков. Другие искатели приключений не могли поверить, что Рема может контролировать такое количество слизняков, и были впечатлены им. А затем они столкнулись с монстрами, и группа Ремы встала в боевую стойку. Они с легкостью победили монстров. Внезапно они заметили еще больше монстров. Поэтому Рема предложил атаковать монстров летучих мышей с помощью своего заклинания звуковой бомбы. Затем Рема вызвал заклинание, которое атаковало монстров звуковыми волнами. В результате Реме удалось победить всех монстров всего одной атакой, и они нашли гору, полную мертвых летучих мышей. Затем Рема призвал своих липких слизняков и приказал им съесть летучих мышей. После того, как все летучие мыши были разложены слизняками Ремы, они решили вернуться из шахты. Внезапно они узнали, что в шахтах были замечены сильные гоблины, которые ранили вторую группу искателей приключений. У главы гильдии появился план действий. Его план состоял в том, чтобы все искатели приключений окружили гоблинов. А затем искатели приключений вернулись в шахту и заманили опасных гоблинов. Мии удалось заманить гоблинов в ловушку, расставленную Ремой. После этого гоблины были полностью растворены в ловушке кислотой, а оставшиеся в живых вместе с Ремой победили других гоблинов с помощью магии и отравленных дротиков. Тем временем другой искатель приключений находился в середине шахты и сражался с гоблинами. Рема и его команда победили многих гоблинов, но они заметили, что их стрелы заканчиваются и что появляется все больше гоблинов. Поэтому Рема попытался придумать какой-то план, но, к сожалению, число раненых продолжало увеличиваться. Некоторое время спустя гоблины одержали верх, и Рема придумал план, как победить всех гоблинов с помощью своих слизняков. Вслед за Ремой он призвал более 4 слизняков, и слизняки окружили сильных гоблинов всего за короткое мгновение. Затем он применил свое заклинание звуковой бомбы, и ему удалось обездвижить всех гоблинов. А затем он приказал своим слизнякам сражаться против гоблинов. Реме удалось победить многих гоблинов, и он дал искателям приключений шанс победить. Мастер гильдии Варген приказал всем поддержать Рему, и у них была высокая мотивация победить гоблинов. В результате Реме и его слизнякам удалось убить гоблинов. Когда они уже собирались отпраздновать свою победу, появился предводитель гоблинов, гигантские гоблины прятались. А командир гоблинов привел с собой свиней-гоблинов в качестве подкрепления. Рема немедленно приказал своим слизнякам атаковать, и им удалось победить всех сильных гоблинов. После их схватки слизняки растворили останки гоблина, и Рема попросил всех встать вокруг него. Затем Рема использовал свои более чистые слизняки, и они съели грязь, созданную гоблинами. Рема узнал, что грязь гоблинов трудно отмыть, и Мия похвалила Рему. Как только Рема вернулся на улицу, он узнал от исследователя монстров Лапина, что его слизняки эволюционировали. Я узнал, что теперь его целебные слизняки могут использовать высокое исцеление. После этого появились все искатели приключений, которые поблагодарили Рему за его большую поддержку сегодня. Рема был счастлив, и они смогли успешно выполнить свою миссию. На обратном пути другие искатели приключений узнали, что целебные слизняки пьют только воду и используют фотосинтез для получения своих питательных веществ. Они также узнали, что целебные слизняки очень слабы. Все говорили, что были удивлены тем, насколько Рема силен в обращении со своими слизняками, и все они восхищаются им. Когда наступила ночь, Рема захотел сменить Джеффа, он еще не устал, и Рема составил ему компанию. Джефф сказал, что Рема может отдохнуть вместе с другими искателями приключений. Следуя за Ремой, он вспомнил, как провел время в одиночестве в лесу, и был рад познакомиться с семьей Джамиль. Кроме того, благодаря им ему удалось познакомиться со столькими приятными людьми. Когда Рему высадили у дома, Мия подбодрила его и посоветовала открыть собственную прачечную. А затем Рема рассказал семье Джамиля своей успешной миссии на шахте. Они были удивлены, узнав, что в шахте находилось 2000 гоблинов. Тогда Рема тоже захотел поговорить с ними. Так вот, он рассказал им о своем желании открыть собственное дело по стирке белья. Так вот, Элиария была ошеломлена решением Ремы стать независимой и захотела узнать причину его решения открыть прачечную. Однако Рема сказал, что он благодарен семье за любовь. Он ответил, что не хочет, чтобы его и дальше баловали, потому что он не хочет причинять какие-либо неудобства семье Джамиля. Элиария была очень опечалена его решением. Но Элиза понимала Рему в том, что он тоже хочет повзрослеть. Так что Элиза приняла решение Ремы, но сказала, что ему всего 11 лет и ему не нужно беспокоиться, потому что все члены их семьи любят его. Рейнхард и Рейнбах тогда сказали, что они уже почувствовали его желание работать на себя, потому что он был очень зрелым для своего возраста. Возраст. Тогда семья Джамиля сказала, что они позволят им стать топ-менеджерами. Поэтому они поставили условия для Ремы, чтобы он регулярно писал письма семье Джамиля. Поэтому они поставили условия для Ремы, что он должен
должен регулярно писать письма семье Джамиля. Мальчик, тогда семья Джамиля сказала, что они позволят им стать топ-менеджерами. Поэтому они поставили условия для Ремы, чтобы он регулярно писал письма семье Джамиля, а также почаще навещайте их. Рема был мне очень благодарен, и Лиария также поставила ему одно условие. Она сказала, что они не будут видеться в течение 3 лет, потому что ей нужно поступить в Академию магии. Рема должен сдержать свое обещание проводить с ней много времени, когда у нее будут каникулы. В результате Рема сказал, что не забудет о своем обещании. После их разговора Элиза сказала, что до тех пор, пока их семья не уедет из города, Рема должен продолжать ночевать в семейном особняке Джамиля. И Рема согласился продолжать жить с семьей Джамиля. Я последовал за Ремой, а затем спросил, как долго семья Джамиль пробудет в городе Гимель. Именно так Рема и узнал о лягушках Грёля. Это были лягушки, из которых можно было сделать лекарства или доспехи. Рейнбах сказал, что они появляются только в определенное время года. Рема подумал, что семья Джамиля хочет поймать лягушек Греля. Поэтому Рейнбах ответил, что они охотятся на птиц ламарин. Однако Элиария показала Реме фотографии прекрасных птиц ламарин. После этого Реме предложили отправиться на поиски птиц ламарин вместе с семьей Джамиль. После этого Рейнхард спросил о планах Ремы открыть собственное дело. Затем Рема сказал, что хочет продолжать выполнять задания в качестве искателя приключений и что он планирует открыть прачечную со своими чистящими слизями. А затем горничные сказали, что чистящая слизь Ремы может удалить все пятна и творить настоящие чудеса. Рейнбаху захотелось поддержать Рему, и он решил обратиться за помощью к торговцу Сержу и дать ему совет. Внезапно Рейнхард попросил об одолжении. Он хотел, чтобы Рема время от времени проверял шахты, чтобы там больше не гнездились монстры. На следующий день Рема навестил Сержа и попросил совета открыть его прачечную. На Сержа произвели большое впечатление его средства для очистки шламов, и он увидел светлое будущее для бизнеса Ремы. Серж рекомендовал Реме зарегистрироваться в гильдии торговцев, которая может оказать ему поддержку. А потом Серж захотел показать Реме торговую гильдию, и они поехали в здание гильдии в экипаже. Сидя в экипаже, Серж сказал, что ему очень не терпится увидеть первый бизнес Ремы, и он сказал, что Рема всегда может обратиться к нему за помощью с вопросами. После этого Рема познакомился с гильдмастером Галиса из торговой гильдии. Именно тогда Галиса узнала о бизнес-плане Ремы, и ей понравилась его идея открыть прачечную с его редкими чистящими шламами. Так вот, она показала Реме регистрационные бланки. А еще она показала Реме дешевое место для строительства магазина. Позже мы увидимся с Ремой. Он был удивлен тем, что нашел идеальное место для своего магазина. Он рассказал Элиарии о своем решении, и Серж предложил ему позаботиться о оформлении документов за небольшую плату. Кроме того, Серж предложил Реме нанять работников для своего магазина. Внезапно Серж сказал Реме, что у него недостаточно знаний о том, как построить свой бизнес. В результате Серж захотел познакомить его с опытными менеджерами, которые могли бы помочь ему в его бизнесе. В последующие дни компания Рема приступила к строительным работам. Он использовал свои шламы и сразу же заложил фундамент своей прачечной. Так что Реме удалось организовать свою прачечную всего за короткое время, а рыцари семьи Джамиль помогли Реме. Они сказали, что Рема может обратиться к ним за помощью в любое время. На следующий день Мия и другие искатели приключений тоже объявились там. Они разрисовали стену Ремой. Мия сказала, что гордится Ремой, и искатели приключений с нетерпением ждали открытия прачечной Ремы. Затем Валана сказала, что все они станут постоянными клиентами его прачечной, и Рема заранее поблагодарил их. Через несколько дней его магазин был достроен, и он назвал его «Бамбуковый лес», потому что знал, что выбранное им название идеально подходит для топ-менеджера. Тогда Элиария сказала, что Рема все еще может посадить цветы, чтобы сделать свой магазин лучше. Реме очень понравилась ее идея, и они разбили цветочную клумбу. После этого Элиария забеспокоилась, что Рема слишком много работает. Рема ответил, что он привык много работать и не возражает против этого. Тогда Рема сказал, что раньше он мастерил кукол и хотел бы в будущем подарить ей куклу, сделанную своими руками. Элиария с нетерпением ждала возможности провести время с Ремой, занимаясь изготовлением кукол. Вечером Рема хотел устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех своих друзей, которые ему так сильно помогли. Внезапно Рема решил сходить в церковь. Так вот, Рема пошел в церковь, и его душа перенеслась в царство богов. Куфа поприветствовал Рему, и он заметил, что других богов там нет. Куфа сказал, что Лулуша ходит по магазинам на земле, а Гейн наслаждался праздным концертом. Так что Рема был удивлен, и Хуфа рассказал ему о своих собственных увлечениях. Рема узнал, что у Хуфа было много опасных приключений на земле, потому что он обожает делать первоклассные вещи. К тому времени время уже истекло, и Хуфа сказал ему, что его разум приспосабливается к его телу, и в результате он становится все более похожим на ребенка. Рема понял, что хотел ему сказать Хуфа, и поблагодарил Хуфа за его совет. После этого Рема отправился домой и уже с нетерпением ждал своей вечеринки. На следующий день Рема пригласил на вечеринку всех своих друзей, и все с нетерпением ждали вечеринки у Ремы. А потом мы увидели Сержа.
Он ехал в экипаже с двумя людьми. Он хотел познакомить их с Ремой. Тем временем Рема и Элиария готовили еду с помощью горничной Ариане и Лилии. Они приготовили очень вкусную еду для вечеринки. А потом Элиария сказала, что Серж приехал в свою прачечную вместе с рабочими. Двое близнецов были удивлены тем, что владелец магазина – 11-летний мальчик. Серж ответил, что Рема уже очень взрослый человек для своего возраста. Затем появился Рема. И Серж поздравил Рему с тем, что он закончил стирку белья. После этого Рема был представлен двум близнецам Карле и Калуму. Серж тогда сказал, что эти двое близнецов тоже очень молоды, но уже обладают большим опытом, который принесет ему много преимуществ. Рема хотел показать им двоим, как работает его прачечная, поэтому Рема сказал, что белье упаковывается в пакет, а затем клиент получает чек на претензию. Пакеты с грязным бельем, находящиеся в комнате, затем очищаются с помощью чистящих шламов. Близнецы захотели посмотреть на чистящих шламов, поэтому Рема показал им свои шламы. Шламы работали, и близнецы были удивлены, увидев так много шламов. Рема сказал, что шламы могут удалить любую грязь, и им нужно только проверить, как закончится этот процесс. Эти двое сразу же поняли, как устроен процесс в его прачечной. В результате Рема заметил, что у этих двоих уже есть большой профессиональный опыт. Затем Рема показал помещение для персонала своего магазина. Затем им показали общежитие для рабочих, и он предложил им самим выбрать себе комнату. Внезапно перед ними появилась Мия и другие его друзья-искатели приключений. Так вот, у Ремы началась вечеринка, и им подали всю восхитительно приготовленную еду Ремы. А потом Рема захотел произнести речь, и он очень нервничал. После этого Рема начал свою речь, и Мия гордилась Ремой за то, что он такой взрослый. Затем он поблагодарил своих друзей за то, что они пришли в его магазин, и пожелал всем очень весело провести время на вечеринке. Затем Морган и Галиса поговорили друг с другом, и Галиса сказал, что у Ремы большое будущее с его магазином прачечной. Тем временем Карла и Калум работали вместе, и Рема произвел на них сильное впечатление. После этого Рема захотел узнать, нравится ли семье Джамиля его еда. Рема был напуган, потому что семья Джамиля дворяне. Тогда Рейнхард сказал Реме, что дорого – это не всегда значит вкуснее. А потом мы увидели Мию и Джеффа, им очень понравились блюда Ремы, и они не могли насытиться ими. А потом появилась Элиария с десертом, и все остались довольны испеченным им пирогом. Когда вечеринка закончилась, Рема поблагодарил близнецов за их помощь. Он опасался, что Карла и Калум могут не захотеть работать на маленького мальчика. Внезапно они сказали, что с удовольствием поработали бы с Ремой. Они увидели, какой Рема доверчивый и добрый человек, Рему похвалили, и им захотелось многому научиться у Ремы. Так что Рема с нетерпением ждал возможности поработать с двумя близнецами Карлой и Калумом. Впоследствии Рема заметил, что эти двое считают его дворянином, потому что он живет с семьей Джамиль в особняке. Затем Рема объяснил ему это недоразумение, и Рема сказал, что он просто обычный искатель приключений. На следующее утро у Ремы начался первый рабочий день. Затем появились Калум и Карла. Так вот, они вместе с Ремой и Элиарией ухаживали за магазином. После этого Рема захотел пойти в гильдию и сообщить им, что его прачечная теперь открыта. Элиария тоже ушла, у нее были занятия по магии, и она попрощалась с Ремой. А потом мы видим Рему в доме гильдии, и искатели приключений уже знают об открытии прачечной Ремы. Они хотели заехать в прачечную Ремы по дороге домой, проследили за тем, как искатели приключения отправились на работу, и Рема тоже согласился на задание. После этого Мален пожелал ему получить массу удовольствия от его квеста. Во второй половине дня он заглянул в разум Гимели и победил всех монстров. Тем временем его слизняки собирали травы для его поисков. Когда Рема закончил свои поиски, он увидел много посетителей. Рема сразу же телепортировался в прачечную, и многие клиенты остались довольны обслуживанием Ремы. Однако слизняки Ремы почистили белье клиента, и к вечеру им удалось сделать так, чтобы все клиенты остались довольны. Внезапно Рема заметил, что у двух близнецов за весь день не было перерыва. Рема захотел нанять новых сотрудников и решил стать хорошим работодателем. Так вот, Рема разработал план создания хороших условий труда. Следуя этому плану, Рема поступил в гильдию торговцев. Галиса уже тогда ожидала, что его бизнес будет успешным, и она позаботилась о найме новых работников. После этого семья Джамиля узнала о том, что у него выдался отличный рабочий день, и они были счастливы за Рему. После их разговора Рема захотел лечь спать, и Элиария пожелала ему сладких снов. После этого он вспомнил о своей прежней жизни офисного работника и был счастлив, что теперь живет такой мирной жизнью. На следующий день мы увидели прачечную Ремы, и у него было много довольных клиентов. Кроме того, женщины были шокированы тем, что все пятна были вычищены, и Рема сказал двум менеджерам, что собирается обратиться в торговую гильдию. Рема навестил мастера гильдии Галесу, и она хотела познакомить его с квалифицированными кандидатами. Затем многие кандидаты познакомились с Ремой и были шокированы тем, что Рема маленький мальчик. После того, как Рема рассказал им, что он владелец прачечной бамбуковый лес, он также сказал, что использует слизь для чистки всего, и люди, которые не захотели с ним работать, могут отклонить предложение о работе. Многие соискатели чувствовали себя неуверенно, работая на маленького мальчика,
К тому же им не нравились слизистые монстры. После этого большинство из них ушли, и 2 человека согласились работать с Ремой. Именно так представились Фэй и его дочь Лилин. Затем Фэй показал свою поврежденную ногу и спросил, может ли он работать в прачечной Ремы, несмотря на сломанную ногу. У Ремы не было никаких проблем, и он поинтересовался, смогут ли его пятки вылечить ногу Фэй. После этого Рема рассказал, что у них есть общежитие для рабочих, и Рема заметил, что они ненормальные люди. Внезапно Рема спросил, почему у них с собой оружие. Фэй сказал, что в прошлом они работали наемными убийцами, но хотели бы изменить свою жизнь. Джалиса знала об их прежних местах работы и заверила Рему, что они оба очень милые люди. После этого Лёлинг поделилась своей историей о том, что у них больше не было работы, потому что их хозяин проиграл войну. Так вот, они работали на шахтах, но отец Лёлинга сломал ногу, и они тоже больше не могли там работать. Так вот, этих двоих тогда наняла компания Рема, и они были очень благодарны за предложение о работе. Тогда же Рема спросил их, не могли бы они позаботиться о безопасности его магазина прачечной. После этого Рема показал 2 новым сотрудникам свой магазин прачечной. В результате им обоим очень понравился его магазин, и они с нетерпением ждали возможности поработать с Ремой. Затем Рема познакомил своих новых сотрудников, Фэй и Лилинг, с близнецами-менеджерами. Они познакомились друг с другом поближе и с нетерпением ждали совместной работы. А затем они узнали о последовательности выполнения работ, и Лилин была удивлена количеством слизняков. Вот так закончился первый рабочий день для его новых сотрудников, а на второй день Рема обнаружил, что у них снова появилось много клиентов. После этого Карла и Калум должны были взять на себя управление финансами его прачечной, а Рема хотел вылечить травму Фэй. Так что они последовали за Ремой в соседнюю комнату, и Рема вызвал своих слизняков из своего дома в измерении. Однако сломанная нога Фэй была исцелена одной из слизей Ремы. После этого Фэй была рада, что снова может ходить, и Лилин тоже была счастлива. Так вот, они оба поблагодарили Рему за его исцеление, потому что обычное лечение обошлось бы им слишком дорого. Кроме того, Рема узнала о плохих условиях труда в их родной стране, и они были рады познакомиться с таким милым мальчиком, как Рема. Позже Рема показал им их новый дом, и они остались очень довольны своими комнатами. К концу дня Рема был удивлен полученными доходами, так что менеджеры-близнецы сказали, что его бизнес идет очень успешно. Они хотели убедить Рему начать подумывать о создании филиалов в других городах. Так что Рема подумал об их совете открыть второй магазин. А потом Рема сказал, что Лилин и Фэй также несут ответственность за сохранность белья. Так что Рема повысил им зарплату за дополнительную работу, и они были ему очень благодарны. На следующий день Рема снова отправился в свою прачечную, и Элиария захотела помочь ему с его делами, но ей нужно было собираться в школу. А затем мы видим прачечную Ремы и ее сотрудников, усердно работающих вместе со слизняками. Тем временем Рема испек пиццу, а во время перерывов подавал их сотрудникам приготовленные им блюда. Они были очень довольны вкусными блюдами и поблагодарили его. После этого мы увидели Мию и других искателей приключений. Они были счастливы, что их одежда была немедленно почищена чистящими слизями Ремы. Вечером прошел 3-й рабочий день, и доход Ремы снова удвоился. А потом Рема обнаружил, что у них тоже появилось много новых клиентов. Вслед за этим Рема планировал нанять еще больше сотрудников для оказания им поддержки. Он также хотел нанять повара для своих сотрудников в качестве награды за их усердную работу. Все сотрудники хвалили Рему за то, что он отличный начальник. После этого Рема посетил гильдию торговцев. Он сказал Галисе, что ему нужно больше сотрудников, а также повар. Галиса был поражен тем, что Рема создал такие замечательные условия труда в своем бизнесе. На следующий день Рема познакомился с 3 женщинами, и они были впечатлены тем, что Рема сумел добиться успеха в своем бизнесе в столь юном возрасте. Затем он познакомился с поварихой Сельмой, и Рема с нетерпением ждал их будущих рабочих отношений. Внезапно Джалеса дала ему совет, чтобы Рема тоже открыл вторую прачечную. В последующие дни новые сотрудники познакомились со своим распорядком дня, и Рема привык вести свой собственный бизнес. Рема стал одним из лучших специалистов в своем бизнесе и подумывал об открытии еще одного магазина. Тем временем семья Джамиля наблюдала за тем, как Рема усердно трудится, и они очень гордились им за то, что он самостоятельно успешно руководил прачечным бизнесом. На следующий день Рема навестил своего друга-торговца Сержа. Он поздравил Рему с успешным первым бизнесом. Затем он спросил, не может ли он производить водонепроницаемую одежду в дополнение к своим замечательным изделиям, которые он всегда создает. Серж сказал ему, что скоро начнется сезон лягушек-гриля. В результате он захотел поддержать искателя приключений. Так вот, Рему попросили сшить непромокаемую одежду, и Рема ответил, что он может изготовить целую кучу непромокаемой одежды. После этого мы видим Элиарию в спальне Ремы. Рема кормил обычную слизь обычной слизью. Элиария узнала, что Рема пытается создать новую металлическую слизь, скармливая ее им. Кроме того, Рема сказал, что хотел бы позже изготовить водонепроницаемый гарм в заброшенной шахте. Элиария хотела отправиться вместе с ним на заброшенную шахту. Затем она распаковала скрипку, и Рема узнал, что для того, чтобы приручить леморских птиц,
она должна играть музыку и дать им концерт. Причина в том, что если птицам понравится музыка, их будет легче приручить. Тогда Илиария сыграла на своей скрипке прекрасную музыку. Рема и все его слизняки наслаждались музыкой Илиарии. А потом Рема сделал водонепроницаемые гармы с помощью своих слизняков. Через некоторое время они закончили работу, и гарму нужно было высохнуть. Так вот, Рема захотел сделать Илиарии куклу. Затем Рема применил свою магию и превратил глину в куклу. Рема создал самодельную куклу, похожую на Илиарию. Она была очень рада подарку Ремы. Когда они вместе вернулись домой, Рема показал кучу своих самодельных кукол, похожих на семью Джамиля и их друзей. Все были поражены талантом Ремы, и родители Илиарии посоветовали ей взять кукол в свою новую школу в качестве талисмана на удачу. Илиарии понравилась их идея, и она захотела еще одну куклу, похожую на ее возлюбленную Рему. На следующее утро Рема был в своей прачечной, и в его магазине было много покупателей. Затем он вернулся на шахту Гимель, чтобы изготовить еще больше водонепроницаемых гармов. А потом он решил обучить своего слизняка боевой подготовке. Именно так слизняки учились сражаться, и он также тренировался со своим огромным королевским слизняком. А еще он посмотрел на силу своих слизняков. Позже его слизь внезапно эволюционировала, и это был уже не Пикачу, а железный слизняк. Вслед за Ремой я понял причину того, что он превратился в железного слизняка. Затем он проанализировал железные пески и понял причину, по которой он не превратился в металлического слизняка. В тот вечер, когда мы увидели Рему в его прачечной, появилась Фина. Она сказала, что его чистящие средства для слизи действительно великолепны. Внезапно они размножились, и она была удивлена появлением слизи. После этого рабочие захотели показать Реме его продажи, потому что прибыль Ремы утроилась по сравнению со вчерашним днем. Близнецы Карла и Калум сообщили, что многие компании рекомендовали ему прачечную. Другие сотрудники также говорят, что всем клиентам очень понравились его услуги по уборке, и Рема поблагодарил их всех за хорошую работу. Затем Рема спросил, счастливы ли они работать в бамбуковом лесу. Все согласились с тем, что Рема отличный начальник, и Рема заметил, что он забыл дать своим сотрудникам выходные дни. Он боялся, что его сотрудники будут переутомляться. В результате Рема извинился, но сотрудники не знали, за что он перед ними извинился. После этого они обрадовались выходным дням, потому что в мире многие работодатели злые люди, которые только и делают, что пытаются эксплуатировать своих работников. Девочки также сказали, что некоторые менеджеры компании подвергали женщин сексуальному насилию. Рема был шокирован тем, что в этом мире тоже есть плохие работодатели, и он хотел хорошо относиться к своим сотрудникам. На следующий день Рема посетил гильдию искателей приключений, и Мален поздравил его с большим успехом в стирке белья. Однако Рема узнал, что группа искателей приключений из другого города поймала редкую слизь. Они хотели продать эту редкую слизь, но никто не был заинтересован в ее покупке. Мален рассказал Реме о местонахождении группы искателей приключений. Так вот, он нашел искателей приключений в баре, и они попытались забыть о своем разочаровании алкоголем. Затем Рема представился им, и один из искателей приключений был в плохом настроении. Рема знал об их проблеме, и пьяный искатель приключений подумал, что Рема смотрит на него свысока. Ему сразу же захотелось напасть на Рему. Внезапно он заплакал, потому что они приехали в Гимель из далекого города и не смогли продать эту слизь. Шин, лидер группы, извинился перед Ремой за грубое поведение своего друга. После этого Рема сказал, что хотел бы купить редкую слизь, так как он укротитель слизи. Шин согласился с ним купить захваченную ими слизь, и он позволил Реме определить цену. Однако Рема видел редкую слизь, и она отличалась от ранее прирученных им слизняков. Рема заинтересовался ею, и искатели приключений пришли в восторг от этой новости. После этого Рема заплатил много денег, и Кай хотел спросить, обязательно ли он заплатит им 2 золотые монеты за слизь. После этого Рема сказал искателям приключений Шину и Каю, что скоро они смогут зарабатывать деньги, ловя лягушек греля. Кроме того, Рема был первоклассным специалистом и сказал, что у него есть прачечная. Он предложил им навестить его, если они проявят интерес. После этого Рема телепортировался ко входу в шахту Гимель и посмотрел на способности своего нового слизняка. Теперь у него была кровавая слизь, и он хорошо умел сосать, так что его слизь могла высасывать кровь из мертвого монстра. Рема был очень доволен своей новой слизью. После этого Рема мирно провел следующие дни в своей прачечной, а также сделал для Илиарии еще одну куклу, похожую на него самого. Затем мы видим богов. Они наблюдали за Ремой в царстве богов, и они были очень счастливы, что Рема наслаждался своей новой жизнью иссякая. Внезапно он поперхнулся своим чаем с пузырьками. Некоторое время спустя Рема просмотрел книгу о лягушках Грёля. Илиария сказала, что завтра ее семья хочет научить ее новым навыкам укрощения монстров, и она предложила Реме составить ей компанию. В результате Рема была очень рада узнать больше об укрощении монстров вместе с Илиарией. На следующий день недалеко от шахты Гимель семья Джамиля решила научить 2 детей новым навыкам укрощения монстров. Затем Элиза спросила, как много они знают об укрощении монстров. Илиария ответила, что обладая навыками укрощения монстров,
они могут позаимствовать силы прирученных монстров. Кроме того, они могут общаться с монстрами с помощью своей магии. Затем Элиза сказала, что хочет научить их магии, которая может разделять чувства монстра. Вслед за Ремой я узнал, что он может использовать общее ощущение заклинания. В результате этого он также может рано распознать опасность. Рейнхард тогда сказал, что это заклинание очень трудно выучить, и что сегодня им следует попрактиковаться с птицами из экипажа. Элиария хотела попрактиковаться со слизняками, поэтому ей сказали, что слизняки непригодны для этого, так как они не могут ощущать вкус, видеть или обонять с помощью своих органов чувств. Затем они вдвоем сразу же приручают двух птиц, так что им обоим удается приручить монстров птичьего типа. После этого Рема и Элиария должны попытаться почувствовать свою связь между птицами. Рема сосредоточился, и ему сразу же удалось поделиться своими ощущениями с прирученной птицей. Рема сказал, что это было странное ощущение, поэтому Рейнхард дал ему несколько советов. После того, как Рема научился лучше использовать этот навык, Элиарии также удалось поделиться своими ощущениями с птицами. Эти двое очень быстро научились этому, и взрослые были впечатлены тем, что Рема и Элиария смогли с легкостью овладеть этими навыками. Рема быстро привык к этому странному ощущению, потому что в прошлой жизни у него была гарнитура виртуальной реальности. После этого Элиза спросила, не в первый ли раз он приручает новый вид монстров. Именно тогда он узнал, что никто не может приручить все виды монстров. Каждый может приручить только тех монстров, для которых он подходит. Так вот, Рема узнал, что ему удалось приручить так много слизняков, потому что у него есть сродство к слизнякам. Впоследствии Рейнбах сказал, что каждый укротитель монстров должен сам выяснить, какие монстры ему подходят. Именно тогда Рема узнал, что Рейнбах подходит для укрощения монстров с помощью чешуи. Тогда Рейнхард сказал ему, что он не может заключать контракты с монстрами птичьего типа. После этого Элиза рассказала о своем типе монстра и назвала его Фенриром. Рема думал, что Фенрир – это враг, но это недоразумение было устранено. Кроме того, Элиза сказала ему, что ей удалось приручить монстров волчьего типа. Рема был впечатлен Элизой, и он не мог поверить, что она приручила еще 20 монстров Фенрира. Кроме того, у нее было еще 100 других монстров волчьего типа. Вслед за Рейнхардом он сказал, что его жена очень талантлива, потому что Фенриров очень трудно приручить. Впоследствии Рейнхард сказал, что раньше он чувствовал себя неполноценным, потому что был просто средним человеком по сравнению со своим отцом и Элизой. Его отец смеялся над тем, что вместо этого он стал хорошим фехтовальщиком, а Рема был очарован семьей Джамиль. Тогда Элиария задалась вопросом, о чем же думает Рема. Внезапно Элиза сказала, что Рейнбах производит гораздо большее впечатление, потому что он приручил группу драконов. Именно так Рема узнал, что половина прирученных им монстров – драконы. Рейнбах сказал, что ему просто повезло, и его первым монстром был предводитель драконов. В результате ему также удалось приручить всю свою группу, но он редко может позвать их на помощь, потому что они слишком могущественны. Именно тогда Рема узнал, что его дракон живет в горах и защищает людей от опасностей. Затем Элиза сказала, что ее Фенрир живет в лесу, и Рейнхард объяснил Реме, что сильным монстрам трудно найти подходящее место для жизни. Через несколько дней мы видим, как Рема делает еще больше водонепроницаемых гармов, и он отправил их Сержу. После этого он отправился в гильдию искателей приключений, и его друзья с нетерпением ждали сезона охоты на лягушек Греля. Они сказали, что могут использовать материалы монстра для изготовления ценных лекарств и снаряжения. Затем у них возник вопрос к Реме, потому что они хотели узнать больше о его рабочей одежде. Валана и Мазелия хотели избежать того, чтобы испачкать свою одежду, поэтому Рема ответил, что компания Морган продает рабочую одежду. Его друзья поблагодарили Рему за предоставленную информацию. Они сразу же решили навестить Сержа, чтобы купить рабочую одежду. Вечером он узнал, что семья Джамиля хочет отправиться на озеро послезавтра, потому что Элиария хочет приручить птицу лемура. После этого Рема тоже попрактиковался со своей гитарой. Он тоже хотел попытать счастье на концерте, так что Рема с нетерпением ждал их совместной поездки на озеро. Внезапно он понял, что после их поездки Элиарии нужно будет идти в школу, и ему стало немного грустно по этому поводу. 2 дня спустя Рема и семья Джамиль уже направлялись к озеру. Элиария очень устала, и она была впечатлена тем, что у Ремы было так много энергии. Рыцарь сказал, что Элиария тоже хорошо держится и что Рема просто особенный человек. А потом Рема познакомился с Шином и его группой искателей приключений. Рема захотел поговорить с ними еще немного, и Шин поблагодарил его. Внезапно знак искателя приключений принес извинения, потому что ему стало стыдно за то, что он побеспокоил его, когда тот был пьян. Он также поблагодарил Рему за его совет, как заработать деньги с помощью лягушек Греля. Рема был счастлив, а Шин и его группа захотели посетить его прачечную после завершения своих поисков. А потом он побежал к озеру, и они стали наблюдать за прекрасными лемурскими птицами, парящими в небе. Птицы погнались за лягушками, и Рема тоже обнаружил своих друзей. Они также приложили немало усилий для того, чтобы поймать лягушек Греля и заработать много денег. После этого Рейнхард увидел, как кто-то пытался приручить птицу Лимер. Этот странный парень очень плохо играл на своей флейте,
и Рема захотел узнать, насколько важна хорошая музыка. Именно так Рема узнал, что если концерт проходит плохо, птицы выражают свою неприязнь и издают предупреждающий звук. Птицам не понравилась музыка со свистом, и мужчина разозлился и попытался напасть на них. Леморские птицы отбивались ветряными лезвиями, и искатель приключений убежал. Леморские птицы преследовали его и пытались убить. Реме вовремя удалось воздвигнуть стену. Внезапно леморские птицы издали крик, и все они испытали мучительную боль. На Рему не повлияла сильная магия, и он почувствовал, что причиной проблемы стала одна единственная леморская птица. Затем Рема использовал свою магию, чтобы изолировать особенную птицу, и ему удалось подавить шум в комнате. После этого птицы улетели, и Рейнхард приказал Камиле помочь раненым искателям приключений. После этого они поблагодарили Рему за то, что он спас их всех, и Рема захотел узнать, что случилось. Рейнбах объяснил Реме, что изгнанная птица была могущественной кошмарной леморской птицей. Эта птица очень редкая и к тому же может использовать темную магию. Рема пришел в ужас от того, что так много людей получили тяжелые ранения, и он вспомнил, что боги наделили его высокой сопротивляемостью. Благодаря этому у Ремы не возникло никаких проблем с атакой. После этого все искатели приключений получили медицинскую помощь, но, к сожалению, все леморские птицы бесследно исчезли. Элиарии захотелось поймать леморскую птицу, и она решила дождаться их возвращения. А потом мы увидели работников прачечной Ремы. Они работали и ждали ужина. Тем временем Лилин похвалила уборщиц-слизняков за их хорошую работу, а близнецы позаботились о стирке белья. А затем мы увидели, что Рема вместе с Элиарией ждали, надеясь, что птицы Лимер вернутся обратно. Внезапно она сказала, что скоро они больше не смогут видеться. Рема не знал, как ответить на ее печальные слова. Тогда он попытался подбодрить ее, но ее мать поддержала его в их разговоре. Элиария снова приободрилась, так что ей захотелось, чтобы Рема написал ей побольше писем. Внезапно появился резмастер Хьюз. Он дал ему совет, как завоевать сердце Элиарии. Рема был еще слишком неопытен в общении с девушками, и Рейнхард хотел защитить свою дочь. Тем временем Хьюз дразнил Рему тем, что целовал дерево. В результате Рема вырубил его за то, что он дразнил его. Элиария могла слышать их разговор и покраснела. После этого птицы-лемуры вернулись, и Рема хотел уйти подальше, чтобы не пугать птиц-лимеров, но Элиария сказала ему остаться, потому что его присутствие дает ей мужайтесь. Слежка за Элиарией началась с ее концерта для многочисленных лимерских птиц. Она играла прекрасную музыку, и птицы с удовольствием слушали ее расслабляющую мелодию. Все были очарованы ее музыкой, созданной ею самой, и они вместе наслаждались прекрасной мелодией. Затем к Элиарии подошли птицы Лемор, и Рема пожелала ей удачи в приручении их всех. В результате Элиарии успешно удалось приручить группу птиц Лемор, и она была очень счастлива. А потом Рема захотел попробовать приручить и нескольких птиц Лемор с помощью своей гитары. Так вот, Рема сыграл свою музыку для птиц Лемор, и они внимательно слушали. Рема был в полном восторге, и Хьюзу пришлось расплакаться из-за его прекрасной мелодии. Затем к нему подошла группа птиц Лемора, и кошмарной птице Лемора тоже понравилась музыка Ремы. Однако Рема тоже смог приручить птиц Лемора, так что он был в восторге от своих новых друзей-монстров. Элиарий и его друзья-искатели приключений гордились Ремой и поздравляли его с тем, что он приручил их. Все были счастливы, что им двоим удалось укротить таких сильных монстров. А потом Сабус заметил, что Элиария приручает блестящую птицу. Она обнаружила, что приручила редкую призрачную лимерскую птицу, обладающую легким родством. Тогда Рейнхард захотел погладить призрачную птицу, но блестящий покемон ему не понравился. После этого они вернулись в особняк и отпраздновали успешное приручение Элиарии и Ремой птиц Лемура. Кроме того, Элиария исполнила для них всех песню. После этого мы видим Рему, он был плейбоем, и ему удалось соблазнить Элиарию в свою спальню. Элиарии вдруг стало грустно, потому что вскоре ей пришлось распрощаться с жизнью в школе магии. Рема узнал, что дворяне должны ходить в школу, если им исполнится 12 лет. Тогда Элиария сказала, что она боится не завести друзей в школе, потому что обычные ученики ее боятся. Причина в том, что другие ученики – нормальные граждане, и к тому же она обладает очень сильной магией. Именно так Рема узнала, что однажды в возрасте 5 лет ее магия вышла из-под контроля, и она причинила боль другому мальчику. Мальчик боялся Элиарии, а Элиария боялась, что Рема тоже боится ее, услышав ее историю. Рема ответил, что он ее не боится, и подбодрил ее. Кроме того, Рема сказал, что он тоже другой, а Элиария сказала, что она никогда не будет его бояться. После этого Элиария захотела сделать ему прощальный подарок, поэтому она показала ему волшебное ожерелье с волшебным камнем. Рема не хотел принимать такой дорогой подарок, но Элиария убедила его сохранить его для нее. Это ожерелье должно было напоминать ему об их важном обещании встретиться снова. Так вот, Рема тоже хотел подарить своей возлюбленной Элиарии что-то особенное. Затем Рема дал ей слизь для чистки и слизь для сбора мусора. Она была в восторге от двух его слизей. На следующее утро семья Джамиля отправилась в путешествие в соседний город, и слуга сказал, что ему следует почаще навещать их,
а также что он всегда должен много есть из овощей. А потом он попрощался с семьей Джамиля, и все они попросили его регулярно писать им письма. Элиарии было грустно из-за этого прощания, и она хотела, чтобы он перестал так вежливо разговаривать. А еще она сказала, что он может называть ее Элией вместо ее полного имени. А затем она сказала, что будет усердно учиться в школе, чтобы стать великой женщиной. После этого они попрощались, и их совместное приключение закончилось.